Всем добрый день! Вы на канале Шитье Мое, меня зовут Оля, и мы продолжаем с вами шить купальники. Сегодня я усложнила задачу. Сегодня у меня по плану вот этот купальник для пышногрудых. Для объемной груди, для тяжелой, для широкой груди, которую хотелось бы, допустим, присобрать, которая нуждается в поддержке. Здесь у нас поддержка не только по бокам, но и по поясу. Обратите внимание, моделька, конечно, у меня сегодня, Лёлечка, миниатюрная, но, однако же, мне нужно было показать, да, вот этот купальник на Лёле сидит вообще просто не так, как хотелось бы, да, но, кстати, вот этот купальник, вот этот лиф, модель номер 2 я хочу оставить, я сошью для него в будущем трусики, возможно, такие, знаете, что-то типа танго, и оставлю его, тоже буду обязательно использовать. И этот купальник, который мы сейчас будем шить, и я его тоже буду шить из синей лайкры. Это у меня лайкра, конечно же, с одной стороны она более блестящая, с другой стороны матовая. Я уже вырезала здесь детальки кое-какие, но чуть попозже об этом. Я хочу немного рассказать, поговорить, да, скажем так, предварительно об этой модели. Значит, эта модель включает в себя складки на чашках. В этой модели у меня 4 складки. Здесь я буду делать 3 складки, так будет удобнее, да. Далее, здесь у меня широкий пояс, и для пояса, то есть в пояс вставлена еще резиночка, достаточно плотненькая такая. Она, конечно, мягкая, эластичная, но я бы сказала так, средней плотности, да, потому что есть такая более грубая, у меня, к сожалению, сейчас под рукой нет. Есть такая прям более грубая, жесткая, желательно сюда, конечно, ее не использовать. А такую мягкую, либо среднюю можно. У меня ширина резинки 5 сантиметров. 6, очень даже хорошо, 6 сантиметров. Вот сюда мне нужно 6 сантиметров, прям по серединке, а здесь у меня будет пояс 4 сантиметра. То есть мы будем вырезать вот эту вот выемку. В этой модели я не вырезала, то есть резинку я вырезала, вот этот вот уголочек, да, а из лайкры полосочку я не вырезала, но сейчас мы будем с вами вырезать, потому что здесь я намучилась, то есть здесь я прям натягивала лайкру на резинку, чтобы у меня красиво получилось. Еще в этом пробнике у меня завязочка по линии под грудью, да, здесь мы будем делать застежку, ну, по крайней мере, я так хочу. Ну и, конечно же, вы можете оставить завязку, то есть, если вам так хочется. Я, кстати, еще не купила подходящего цвета застежку, к сожалению. Вот только сейчас об этом подумала. Но, возможно, буду использовать черную. А теперь давайте обсудим, что нам понадобится для такого лифа. Если, допустим, вы будете делать застежку, то это будет застежка. Застежка, то есть ваше дело будет широкое или маленькое, или, ну, в общем, какая-то будет застежка, это уже вам решать, да? Далее мы резиночку, вот у меня в моем случае 6 сантиметров, я думаю, что это за глаза хватит, можно и 5 использовать, да, то есть вот этот уголочек маленький, если он будет такой полупустой, то это не страшно. Здесь у нас пришивается вот такой интересный бантик из той же ткани. Далее нам нужны чашки. Чашки должны быть вашего размера, желательно не больше, не меньше. Ну, как определить чашку, наверное, вы можете ориентироваться на свой любимый бюстгальтер, да? Какого размера у вас чашка. Я уже как-то говорила, что чашка не обязательно, то есть не всегда показано 2 цифры, то есть это обхват под грудью обычно пишут, да, и размер чашки A, B, C, D. Бывает еще, что очень-очень хорошо и очень удобно, можно даже без примерки бюстгальтер покупать смело, если вы знаете 3 значения, то есть это обхват под грудью, это цифровое значение или обозначение чашки, и еще одна цифра, это глубина чашки. У меня, допустим, самая оптимальная глубина 42. Я не знаю, как это определяется, но, допустим, 36, 38, 40 мне маловато. Поэтому даже мой размер, то есть если соответствует обхват под грудью и соответствует буквенное обозначение чашки, то иногда не хватает именно глубины. Бывает, да, еще пушап подкладывают. Ну вот я, допустим, нашла себе чашки без пушапа.
Тут, к сожалению, было не написана глубина на этой чашке, но есть размер, да, то есть я взяла себе по размеру. Кстати, размер у меня самый большой, но я вообще не люблю, да, когда у меня тут что-то вылазит, тут что-то лишнее, поэтому я вот решила, что у меня будет мой размер, и я еще буду делать дополнительно поддержку, да, боковую и поясную. Итак, приступим теперь к, можно сказать, раскрою. Построения здесь никакого нет, здесь мы просто берем с вами чашку, измеряем одну сторону, если у вас вот такая форма чашки, то мы измеряем вот так вот, можно низ, можно одну сторону. Значит, у меня сторона чашки 18 сантиметров. Хотя если она вот в таком положении, вот так, если ее не раскладывать, она 17 сантиметров. Ну, даже 17 с хвостиком. Если ее вот так раскладываешь, то она 18. Ну, то есть это вот именно я по факту измеряю. Далее я, смотрите, раздлиновала, да, то есть вот у меня стрелочки нарисованы. То есть вот это у меня длина ткани. Вот так у меня ширина ткани. Вот эти полосочки, я сейчас о них расскажу, мы вырезаем именно вот так по длине, да, а вот эти прямоугольники, длина у нас идет вот так. То есть я специально разложила так стрелочки, чтобы вы видели, да, и сейчас расскажу. Значит, у меня вот так идет ширина чашки, самая, то есть одна сторона 18, здесь я сделала 22. То есть по 2 сантиметра с каждой стороны я просто добавила, да, 22 сантиметра, вот я написала 22 на 44. То есть вот эту... Вот это расстояние я просто умножаю ширину на 2. Вернее, здесь она у нас будет ширина, а вот так вообще по ткани идет длина. Да? Вот они мои стрелочки. То есть вот так должна идти длина, вот так ширина. Вот так мы будем закладывать складки. Далее, что касается полосочек. Это полосочка для пояса. Она у меня самая широкая. В длину 90 сантиметров, по ширине 16. Длину мы потом в процессе уберем. Да, вот здесь у нас будет застежка. И здесь мы будем с вами уже примерять и на себе измерять, какую нам нужно длину, чтобы еще застежка была. Чтобы было ни мало, ни много. Что касается ширины, у меня 16 сантиметров. Ширина пояса у меня будет 4 сантиметра. Естественно, мне нужно умножить на 2, потому что у меня пояс вот так сложен вдвое, да, вот так. Далее, по 1 сантиметру примерно я взяла на швы. То есть у меня будет вот здесь подгибка и с той стороны подгибка примерно, ну, около там 1 сантиметр возьмем, да. По серединке у меня получается, ну, почти 6 сантиметров. Если мы вот так складываем, да, у меня получается 16, то в 2 сложения 8 сантиметров. Если по 1 сантиметру убрать, то есть мы будем в любом случае подгибку делать, да, то получается, так, ну, получается 7. То есть свобода здесь еще будет, да, но в принципе не страшно. Там уже будем корректировать. То есть лучше лишнее срезать, чем меньше, то есть чем не хватит. Я надеюсь, с этим понятно, да? То есть ширина нам нужна для того, чтобы сделать вот этот уголочек красивым. Лишнее всегда можно срезать. Мы, кстати, и это, сейчас я еще про резиночку расскажу, мы с вами будем еще немного видоизменять. Что касается вот этих 2 полосочек, сразу расскажу. Значит, здесь у меня... длина, опять же, длина 90, я уже сказала, вот 90, то есть 10 на 90, ширина 10 сантиметров. В готовом виде вот эта поддержка, переходящая в завязочку, у меня будет 4 сантиметра. То есть 10 я складываю пополам, убираю по 1 сантиметру с каждой стороны, вот здесь будет подгибка, и итого у меня получится 4 сантиметра. Пока отложили в сторону вот эти 2 полосочки, пока отложили в сторону вот эти 2 прямоугольника, давайте доведем до ума наш пояс. Значит, вот она моя резиночка. Сколько нужно отрезать резиночки? Вы просто измеряете обхват под грудью, конечно, без бюстгальтера, вы будете лифчик носить не на бюстгальтер, и делите пополам. То есть нам резиночка нужна ровно до бокового среза, да, грубо говоря. Несмотря на то, что она у нас эластичная, но она не будет настолько эластичная уже под тканью. То есть 2 слоя ткани, несмотря на то, что и ткань тоже у нас эластичная, все равно как-то будет немного упругее. То есть здесь будет поддержка. Значит, мы с вами отрезаем половину обхвата под грудью. Теперь я нахожу центр. Вот так, ну, можно просто вот так вот сложить пополам нашу резиночку, да. Далее я от центра
откладываю 5 сантиметров. Это для всех размеров. Теперь мне нужно, чтобы пояс у меня был 4 сантиметра. Поэтому 4 сантиметра, но я, наверное, резиночку отрежу 3,5, потому что там еще будет подгибка, нужно будет где-то примерно, наверное, чтобы не в натяжку была ткань, да, примерно по 0,5 с каждой стороны, нужно будет на вот эту вот подгибку на шов. Поэтому я откладываю от нижнего среза 3,5 сантиметра и вот так вот прорисовываю, да, линию. И примерно вот к этой вот, что я отметила сейчас, сколько, 5 сантиметров, по-моему, да, я отметила, можно 4, можно 6. Вот до этой точки я веду, а дальше я веду вот так вот к центру. Еще раз говорю, здесь должна быть плавная линия. Вот так. Я, наверное, сейчас скалю булавочками, чтобы у меня резиночка не разъезжалась, когда я ее буду разрезать. Мы сейчас будем вот это лишнее отрезать. Вот так я скалю булавочками. И вот по линии, которую сейчас прорисовала, отрезаю вот эту часть. От центра, здесь уголочек делаем. Все, готово. Убираю булавки. Разворачиваю, смотрю, что получилось. Вот такая вот картинка у меня должна получиться. Теперь мы должны то же самое сделать и с поясом. Складываю пополам. Все я это делаю на изнанке, чтобы на лицевой стороне не отпечаталось, да, то есть не осталось следов никаких. Складываю пополам. Так, теперь аккуратненько мне нужно сложить вот таким образом пополам, но чтобы вот эти сгибы были на месте. И вот эти срезы тоже были на месте. Чтобы это сохранить все максимально, я тоже вот так вот все булавочками, да, проколю. Здесь тоже все аккуратненько сейчас сложу. Булавочками скалю и уже буду резать. Чтобы здесь у меня не было свободы, чтобы левая и правая сторона были одинаковые. Теперь тоже от центра, там, где у нас не сгибы, а где срезы, от центра, так, мелочек, лучше взять мелочек, откладываю те же 5 сантиметров. Далее от сгиба уже вверх я откладываю 5 сантиметров. То есть мне нужно, чтобы в готовом виде пояс был 4 сантиметра, да? Вот так откладываю 5 и можно под линеечку. Вот тут под линеечку до конца пояса, до конца полоски. И до вот этих 5, да. А тут мы уже так же, как и на резиночке, просто поднимаемся вверх до уголочка, до центра. И также я отрезаю лишнее. Все лишнее убираем, булавочки убираем. Разворачиваем и смотрим, что у нас получилось. Так, сейчас лишнее все уберу. Вот я развернула. Складываю пополам. И сверху накладываю резиночку. Смотрите. Край резиночки со сгибом совмещаем, и здесь у нас как раз остается для подгибки, да, то есть все идеально, все хорошо. Здесь у нас будет подгибка, и подгибка будет аккуратненькая, красивенькая. И вот здесь, видите, у меня вот здесь получилась вот такая вот как бы выемка вверх, вот ее не будет. В общем, у нас готовы вот эти детальки, которые у нас будут лямочки с поддержкой.
и пояс с резиночкой, да, это у нас готово. Теперь мы переходим к основным деталям, можно сказать, к самым сложным, это наши чашки. Для начала на чашке мы должны определить, где у нас верх. Верх это там, где вот здесь на чашках как бы выбито, да, выбит номер чашки. Вот тут это у нас верх, но чтобы этот не искать потом этот момент, да, потому что он не нарисован, а именно выбит, и иногда он срезан, то есть где-то у меня была чашка, прям вот где-то практически незаметно, да, циферки, остатки. Поэтому лучше, конечно, определить, то есть нарисовать стрелочку. Далее мы берем вот эти наши заготовки и выкладываем лицом вверх. Вот оно лицо, лицом вверх, вот так я выкладываю. И сразу же я раскладываю, определяюсь, где у меня будет чашка пришиваться, да, потому что, ну, чтобы не перепутать, чтобы не сделать одинаковыми, а не в зеркальном отражении. Нам нужно сделать в зеркальном отражении. Я беру чашку, вот он у меня верх. Верхом, то есть вот одной стороной от верха, да, вот одна сторона, я прикладываю сразу вот так. И вторую чашку, вот он у меня верх, я прикладываю одной стороной вот так. Чтобы не потеряться, еще раз говорю, чтобы у нас чашки были в зеркальном отражении. Эту чашку я буду пришивать здесь, а эту чашку я буду пришивать здесь. Так, у меня здесь что-то прилипло. Обратите внимание, как я складываю изнаночной стороной чашки на лицевую сторону прямоугольника, ткани. И вот таким образом я буду скалывать край с краем, край чашки с краем ткани, полосочки нашей, прямоугольника. Конечно же, лучше сначала вот скалываем, да, то есть чтобы как бы зафиксируем, чтобы оно потом у нас не съехало никуда. И обязательно сметываем. Почему? Потому что у нас чашка тоже имеет такую некую эластичность, то есть она тоже может деформироваться. И чашка, то есть и чашка, и ткань может деформироваться. Поэтому мы, конечно, вот прикололи и сметываем. Еще раз говорю, чашка левой, то есть изнанкой, внутренней частью на лицевую сторону ткани. Вот так я скалываю. Ну, наверное, сметывать я уже буду за кадром. Я сметаю. Шить можно на ширину лапки, то есть на 0,7. Можно на 0,5, можно на 0,3. Ну, то есть, смотрите, вот здесь, когда мы отворачиваем, да, вот тут у меня 0,7, вот здесь. То есть здесь она уже никак не зафиксирована, видите, она мягонькая, держит складочка. Но если вот так отвернуть, вот так вот поправить, то здесь у меня получается примерно 0,7-0,6, вот так. Ну не 0,5, там я не стала прям так сильно делать тоненькую. То есть можно и даже 1 сантиметр, и это тоже будет правильно, то есть это не будет ошибкой. Ничего там не съедет, никуда ничего не деформируется. Итак, смотрите, я одну чашку уже сделала за кадром, да. Вот такая картинка у меня изнутри получилась. Тут еще все еще в булавочках. 4 складки у меня получилось, хотя я сказала 3, но получилось 4 складки. Сейчас скажу их размер. Вот тут видно, да, где сгиб. Так, значит, у меня получилось 2,5 сантиметра складочка. Так, пока откладываю, сейчас, значит, беру вторую чашку. И как я это делала? Мне нужно, конечно, сделать, но максимально, чтобы они прям были похожи, да. Смотрите, я что делала? У меня колодка есть. Может быть, это у вас не колодка, а какой-то
Для, вот у меня есть такие, знаете, колодочки мягкие, круглые, для ВТО воротничков я использую, да. Ну, то есть, что угодно, на что можно наколоть вот так чашку. Значит, я накалываю вот таким образом, вот у меня пришито, я накалываю вот так. Мне главное, чтобы зафиксировать, да, чашку на месте, чтобы сделать складочки. Так, вот так я фиксирую с двух сторон. Вот так накрываю и начинаю. Так, вот таким образом я подглядываю. У меня тут сначала, конечно, мне нужно сделать по центру. Да, вот у меня центр идет, вот он, видно. Значит, сначала мне нужно сделать по центру, булавочки заколоть. Я это делаю на глаз, закладываю складочки. Вы, конечно, можете все высчитывать. Ну, вот так вот я делаю на глаз. Сначала я делаю складки, я уже сказала, по центру, вот так закладываю, а потом уже выкладываю вот эти стороны. Между складками я не даю свободы, никакого расстояния. Поэтому вот так вот максимально, ну, стараюсь немножечко поднатягивать, да, тканьку. Чтобы у меня и сюда хватило, вот тут вот, видите, то есть чтобы не впритык было. Так, это уже у меня третья складочка. И сейчас четвертая. Четвертую делаю и уже начинаю сравнивать, чтобы у меня вот это расстояние было максимально, да, тут максимально одинаково, максимально приближено, скажем так. Вот так складочку заложила. Дальше можно колодку, в принципе, убрать. И, ориентируясь на первую чашку, начинаю собирать уже края. Так, первая складка у меня идет прям до края. То есть выкладываю, вот здесь все выправляю, вот тут выкладываю. И, конечно же, булавочками закалываю. То есть это такой, знаете, процесс творческий. Как получится, так и правильно. Главное, чтобы были обе чашки, ну, не, может быть, не на 100% идеально одинаковые, но хотя бы, чтобы было визуально, да, незаметно какие-то, может быть, нюансы. Вот так вот я булавочку перекалываю, да, чтобы вот так вот зафиксировать полностью всю складочку первую. Дальше смотрю, у меня тут немножечко отступает краешек, прям вот совсем чуть-чуть. Сюда вот так прикалываю булавочку. Ну и, в принципе, я, наверное, уже не буду описывать каждое свое движение, да. Я думаю, что понятно, что нужно сделать. Так нужно сделать все 4 складочки. Итак, чашки мои обе готовы, только сколоты. Теперь мне нужно их сметать. Сметывать я буду только по краям. Ну, в принципе, можно оставить и
Наверное, вот это все приколото. Но булавки, я думаю, что могут мешать нам в дальнейшем процессе, скажем так. Поэтому смотрите, чтобы было видно, сметывать я буду с этой стороны. И сметывать мне нужно все полностью, вот это все хорошенечко зафиксировать, все вот эти складочки. И сметывать вот так по краю, по одному и второму краю, скажем так. Лишнее все срезаем. То есть мы здесь не оставляем никаких припусков на подгибку. Итак, рассказываю, что я сделала за кадром. Смотрите, у меня уже обработаны, ну это мы в самом начале, да, сделали, обработаны внешние вот с этой стороны срезы чашки. Далее за кадром я уже прометала вот эти стороны и срезала все лишнее, сразу обе чашки. И когда прометывала вот здесь и вот здесь хорошенечко зафиксировала свои складки, да, чтобы не разбежались. И на всякий случай зафиксировала еще по центру тоже ручными стежками. Далее, ну, естественно, я сделала так с обеими чашками. Далее я беру, которая лента у меня пояс, и к серединке, оставляя припуск вот здесь по одной стороне, я приметала вот таким образом резиночку, да, чтобы она у меня уже никуда не делась, не потерялась. Вот тут у меня будет вот такая подгибка. Теперь, что я делаю дальше? Сначала, прежде чем пояс нам пришивать, нам нужно пришить лямочки. Вот эти не лямочки, а как завязочки, да, то есть поддержка и завязки. Смотрите, вот он у меня верх, не перепутаем, да, вот низ. И вот эта боковая сторона. Как раз к боковой стороне я буду прикладывать, так, сейчас, чтобы не запутаться, значит, из лицевой стороной к лицевой стороне чашки, к низу, вот так, смотрите, вот так, это у меня низ, да, вот она, стрелочка наверху, вот это у меня низ, и лицом к лицу я вот так, край с краем, прикалываю ленту. Ну, можно, в принципе, не прикалывать. Смотрите, вот он мой верх, вот он мой низ, да. Я прикладываю лицом к лицу ленту к низу, видите, к низу. Можно приколоть, а можно вот так просто отмерить до верха. Так, здесь я ставлю метку. Значит, вот до этой метки я не зашью свою лямку. Здесь я должна, так, извиняюсь, здесь я должна сколоть или сметать, неважно, вот сюда. Значит, от метки до самого верха я буду строчить, я буду прям по краю строчить зигзагом, да, обычным зигзагом 2 на 2. То есть 2 миллиметра ширина стежка и 2 миллиметра длина стежка. Вот так вот до самого края. И, кстати, здесь можно в принципе оставить вот так. Так, булавочка здесь у меня затерялась. А можно вот так вот скосить уголочек. Вот так. То есть мне зашить нужно вот сюда и либо вот так уголочек, либо по прямой. То есть здесь уже ваше дело, да, как вы будете строчить. Я, наверное, в этом случае оставлю по прямой. В принципе, здесь не важно. Как хотите, так и можете даже скруглить. Как хотите, так и воротите. Точно так же я делаю вторую чашку, ну, то есть вторую ленту, вторую завязку, но здесь уже мы можем ориентироваться на первую. Вот так я складываю вместе, ставлю метку, переношу. Так, вот он у меня мелочек. И отсюда вверх я буду строчить зигзагом. Конечно же, делаем в начале шва закрепку, в конце тоже. Я, когда шью, немножечко поднатягиваю, несмотря на то, что это у нас зигзаг, все равно строчка должна быть эластичной. Итак, завязочки наши готовы. Теперь отсекаем лишний припуск.
Я буквально там оставляю, ну, наверное, миллиметр. Почему? Потому что ткань не сыпется, не махрится, поэтому позволительно, да, можно миллиметр, можно два, как вам удобно. То есть это уже на ваш, как говорится, вкус и цвет. Лишнее срезаем и выворачиваем наши будущие завязочки. В первой модели я показала прям тонюсенькие завязочки. Во второй модели у меня завязочки в 2 раза шире, чем первые. Ну, такие достаточно тоже тоненькие. А в этой модели у нас будут завязочки достаточно широкие. Именно потому, что нам нужна поддержка. Поддержка и фиксация. Все мы разные, поэтому модели, конечно же, всем нужны разные. Так, здесь, смотрите, я подхожу к завершению строчки. Вот она у меня, да, строчка заканчивается. И приблизительно вот так возле строчки я поднимаюсь вверх. То есть я срезала, а здесь мне нужен припуск. То же самое я делаю на другой завязочке. И мы с вами приступаем уже к пришиванию завязочек к чашке. Итак, припуски срезали. Далее выворачиваем наши лямочки. Я буду выворачивать с помощью палочки для суши. Или как они называются, китайские палочки. Да, у меня деревянная палочка. Я не боюсь, что поврежу ткань. Вот так. И, конечно же, тут нам нужно уголочки, да, максимально выровнять. Вот такие у меня получаются завязочки. Здесь у меня не зашито, здесь до конца зашито. И теперь мы берем чашку одну. Вот у нас низ, я повторяю, вот у нас бок. К боковой части мы будем пристрачивать вот эту не зашитое вот это место. Смотрите, я сначала лицом к лицу вот так прикалываю. Ничего не натягиваю здесь. Прикалываю прям край к краю, срез к срезу, прикалываю не зашитое, вот эту не зашитую часть нашей ленты, будущей завязки. И мне ее нужно, вот этот срез, пристрочить. Пристрачивать я буду на ширину лапки. То же самое я делаю и с другой чашкой. Вот так у нас получается такая картинка. Итак, я пришила одну сторону вот этого незашитого места лямочки к чашке, да, только к боковой стороне. Теперь именно с этой стороны, с боковой, мне нужно убрать наметочную ниточку. Ну, это я сейчас делаю за кадром, да, сейчас расскажу, что делать дальше. Вот эту наметку и эту пока мы оставляем, видите? Теперь, смотрите, для того, чтобы было удобнее дальше работать, я подгибаю на 1 сантиметр второй срез и прокладываю наметочную строчку. Повторяю, чтобы мне было удобно работать и чтобы я не смотрела там, какая подгибка у меня внизу, да, то есть вот так я буду пришивать, ориентируясь вот на эту строчку, пришивать потайными стежками, ниткой, иголкой аккуратненько, нитку постараюсь сейчас найти нитку в тон. Смотрите, хочу сказать, что можно сделать вот так. Допустим, приметать вот к этой строчке, да, край вот этой подгибки, которую я сейчас прометала, к вот этой строчке. И сделать вот сюда строчку зигзаг проложить, да, то есть полностью по этому срезу. Можно вот эту не делать подгибку, а можно вот так сделать сразу 2 среза. Вот она наша лямка, завязка, да, вот так 2 среза. И здесь прострочить
на оверлоке. Но, допустим, мне не нравится, да, что здесь будет вот так торчать оверлочная строчка. Поэтому, ну и как бы не хочу, чтобы с этой стороны вообще какая-то строчка была. Поэтому я буду делать здесь ручными стежками. Можно высечь вот здесь лишнее, да, но я думаю, что тоже, наверное, все-таки оставлю. Вот такая картинка у меня получается с изнанки. Аккуратненько, частыми мелкими стежками ручными я зафиксировала вторую половинку, второй срез, да, нашей лямки. Теперь я сшила, даже не сшила, а как бы сметала, зафиксировала между собой чашки под серединки, чтобы они у меня не расходились. И я сейчас беру вот так, смотрите, неважно, эту сторону или эту сторону, мне нужно от центра уголочек я прикладываю вот к этой вот, к этому месту, к центру, да, прикалываю. И, конечно, здесь лучше, конечно же, опять же, сметать, приметать. Я пока скалываю булавочками, прикалываю вот так в одну сторону от центра, пояс уже, да, то есть вот этот уголочек, и продолжаю в пояс, продолжаю прикалывать в одну сторону. Здесь я уже... Смотрите, здесь у меня заканчивается чашка и вот эта вот поддержка, да, я ее скалываю, тоже прикалываю. Вот так это у нас получается. Вот так. И то же самое я делаю с другой стороны. То есть от центра придется вот так вот немножечко выгнуть. От центра я прикалываю пояс в другую сторону. Готово. Вот так это выглядит. И теперь, конечно, сначала я лучше, наверное, прометаю, потому что вот здесь неровный шов, а непонятно что. То есть мне нужно сметать от этой точки до центра и от центра до этой точки. То есть от края до края, да, через центр. Вот так скажем. Сначала сметать, а потом пристрочить. Я буду делать точно так же остальное, как делала с лямочками. То есть понятно, да? Сейчас вот здесь сначала строчим, сначала сметываем, потом строчим прямой строчкой. Дальше я сшиваю вот эти хвостики, вот эту часть до чашки. Дальше от чашки сюда я тоже строчу. Далее выворачиваю эти хвостики и пришиваю вручную. Вот так. При необходимости можно сделать закрепку или как отстрочку, да, вот здесь по низу пояса или по чашкам, вот так. Но это уже нужно смотреть тогда, когда уже будет все готово, да, и смотреть, как оно вообще смотрится.